Вкус потрясающий. Нежный, кисло-сладкий. Подготовку пирога начнем со слив. Подойдет любой сорт и любая сладость. Вымойте сливы, делим на 2-4 части. Достаем косточку. Если вы все же остановитесь на сладком сорте, то и сахара можно положить меньше. Список всех продуктов вы найдете в описании под этим видео. Чтобы усилить вкус, добавляю к сливам корицу и мускатный орех. Перемешиваем и пока отставим в сторону. Для теста возьмем размягченное сливочное масло, ванильный сахар, щепотка соли, сахар. Нужно взбить масло с сахаром до бела. На средних оборотах у меня это заняло около 5 минут. Все зависит от мощности миксера. Просеянную муку смешиваем с разрыхлителем. Добавляем ее к маслу. И взбиваем на средней скорости еще несколько минут. Яйца добавляем к тесту и взбиваем еще минуты 3. Духовку нужно разогреть до 180 градусов, режим вверх-вниз. Тесто получается однородное, кремовое. Подписывайтесь на канал, включайте уведомления, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Форму я застелила пергаментной бумагой. Высыпаем все тесто в форму и распределяем его равномерно. Сверху сливы. Лучше, конечно, выложить в один слой, но я очень люблю этот фрукт и положила побольше. Сверху еще вот так присыпаю сахаром. Буквально 1-2 столовые ложки. Запекаю в заранее разогретой духовке около 40 минут. Учитывайте особенности вашей духовки. А может, у вас есть один лимон? Тогда посмотрите в заставках к этому видео рецепт воздушного лимонного пирога. Там же оставлю рецепт яблочного пирога на сковороде. Пирог готов. Много начинки, а тесто очень воздушное. Делитесь хорошим настроением и этим видео с другими.